Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Роман, это первая ремонтная компания. Сегодня у нас в обзоре будет трехкомнатная квартира 96 квадратов по улице Димитрова в городе Йошкар-Олы. Ну что, поехали! Сейчас мы находимся на кухне. Обратите внимание, большая просторная кухня, подсветка в кухонном гарнитуре. Дальше у нас тут все встраиваемое, микроволновка, духовка. Также вытяжка, она у нас тоже встраиваемая. Плита со стеклом. Я советую всегда ставить стеклянные белые плиты, потому что их очень удобно убирать, протирать. Царапин, все думают, что очень много на ней царапин, но на самом деле их вообще незаметно. В уборке она очень удобна. Дальше. Подходим к мойке. В мойке я советую ставить всегда измельчитель мелких продуктов, которые попадают в мойку. Так, посудомойка у нас на 60. По поводу измельчителя на кухонном гарнитуре действительно самое лучшее решение. То есть ты буквально нажимаешь одну кнопочку, и у тебя, соответственно, все остатки еды, они перемалываются. Это очень удобно. Также гибкий смеситель на ванне, тоже он пользуется спросом, очень популярный и на самом деле не такой дорогой. Но также есть разные смесители, где у них есть возможность большого потока воды. Тоже имеет место быть. А еще лучше, я считаю, это двойной смеситель, где еще у него есть фильтр, где там устанавливается фильтр очистки воды, и, соответственно, ты можешь питьевую воду попить. Это тоже очень круто и пользуется очень большим спросом. Также здесь у нас есть подсветка, получается, в нижнем ярусе и, соответственно, на втором ярусе. И у нас потолок, он идет до потолка, то есть там буквально миллиметра, наверное, даже сантиметра нету, то есть это тоже очень крутое и верное решение. Плитка у нас, соответственно, здесь кабанчик, здесь мы были вынуждены поставить такой подсвет фартука, пластиковый бортик, ну а так чаще всего мы делаем стык-стык, если, допустим, плитка не рифленая, да, и, соответственно, я советую всегда брать плитку 60 на 60 минимум, либо 120 на 60 глянцевую, вот. Так что вот такая у нас замечательная кухня. Также, пока мы здесь находимся, давайте расскажу про один момент. Вот это у нас зона кухни, это, понятно, все из плитки, а зона, получается, следующее, это вообще линолеум. Да-да, именно в этой большой крутой квартире у нас линолеум, но он смотрится очень круто, очень эстетично, очень практично, потому что здесь у нас есть дети, и было принято такое решение, и ничего в этом такого нету. Я даже, наоборот, за такое решение. И посмотрите, какой стык ламината и плитки, то есть у нас настолько идеально, что ну просто вот с наливным полом было мастером Михаилом все здесь проконтролировано, и получилось просто шикарно. Яна, скажи, пожалуйста, вот цветовая гамма, как тебе вообще в совокупности? Ну, сейчас в основном делают очень светлые кухни. Это новый тренд считается. Я считаю, что этот тренд у нас останется надолго. Белая кухня, светлая кухня, они всегда очень удобны в уборке. По цветовой гамме тут все как бы очень нежно, светло. Дизайн мне очень нравится. Также розетки у нас размещены, каждая розетка, тут получается 4 тут розетки и 3 тут розетки, то есть достаточно много каких приборов вы можете подключить, и не нужно еще проектировать, делать розетки, то есть вот чтобы они не упирались сюда, то есть делайте их чуть-чуть повыше, это что касается проекта по всей кухне. Тут даже есть пожарная сигнализация, если что, будет пожар, допустим, даже звонить на телефон не будут, сразу приезжаем. Да, здесь есть у нас, значит, в 3 местах подпотолочная пожарная сигнализация, то есть в случае попадания туда дыма у нас, соответственно, сразу же по интернету передается в пожарную у нас станцию, и к нам приезжают пожарные. То есть вот такая вот система у нас
нашей квартире. Это можно считать уже как за умный дом. Также, пока мы здесь находимся, здесь мы видим, получается, откосы обычные из пластика. Здесь у нас батареи, но обратите внимание, что у нас здесь под батареей выложена плитка, так как в уборке это будет легче, чем, допустим, стены, которые покрашены. То есть пыль легко у нас здесь будут убирать. То есть в каждой комнате, где у нас есть батарея, у нас, соответственно, везде есть плитка. Это очень действительно удобно. Здесь мы, соответственно, можем потом включать вот эти вот наше будущее освещение и, соответственно, розетка. Здесь будет стол, соответственно, стоять. Итак, вот посмотрите, получается, какой вообще весь здесь зал. Здесь по каждым элементам пройдем конкретно, потому что действительно очень красивая квартира. Здесь нельзя эту квартиру, я считаю, записывать быстро, потому что каждый элемент имеет свой вес и имеет свой толк. И, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, потому что для вас же это будет и полезно, когда вы будете делать свою квартиру, допустим. Да? Давайте первое, смотрите, у нас есть двери. Двери у нас с автоматическими доводчиками. То есть у нас вот в полу смонтирован вот такой вот элемент, и у нас двери просто хоп, и они закрываются. То есть ручка дверная не прикасается к нашим стенам, понимаете? То есть можно делать разные варианты, но это, я считаю, самый лучший. То есть она прям в полу, она хоп, и она вылетает, она магнитная. Это просто идеально. Лучше этого, я считаю, вообще нету. То есть это самый высший топ продумывания. Я не знаю, какой еще может быть. А самое главное, роботу-пылесосу мешать не будет. Опа, это тоже, кстати, крутая тоже тема. Про робот-пылесос это отдельная тема. Робот-пылесос лучше всегда иметь. И еще пылесос, который ручной. И про него тоже есть тут отдельная история. Вот такие, значит, у нас двери. Это у нас створка закрывается, открывается также. Дальше перейдем вот в этот элемент. Здесь у нас, значит, очень тоже интересный элемент. Здесь у нас обои. Здесь у нас получается бра на стены, очень красивые, дизайнерские, я бы сказал. Здесь у нас будет телевизор. И обратите внимание, как это делают вообще все топовые электрики, строители и так далее. Вот эта вот штука здесь и здесь. Здесь будет проходить HDMI кабель. То есть здесь у нас отверстие выбурено с таким кабель-каналом, куда мы можем проводить HDMI кабель. Это очень удобно. И ТВ-розетка. Вот. А сам телевизор по Wi-Fi будет передавать, то есть по Wi-Fi ты можешь смотреть. И, соответственно, такие вот декоративные элементы из МДФ. В принципе, вот так вот это все круто смотрится. Здесь будет, соответственно, кондиционер. Вот такой вот у нас, значит, элемент. За основное освещение взяты точные светильники, тоже имеет место быть. Очень хороший яркий свет, его здесь достаточно много и очень уютно. Давайте теперь перейдем в другие моменты, вы там еще больше удивитесь. Сейчас мы находимся в коридоре. Самое интересное, что тут находится, это рейки на потолке и с светодиодными лентами в 3 ряда. Так, стены у нас также покрашены. Тут шкаф-купе. И еще. Тут у нас встраиваемый щиток. Да, действительно, щиток у нас очень крутой, очень большой. Он встроенный в стену, очень хорошо открывается. То есть это просто инженерное чудо. И у нас есть что? Мастер-клавиша? Да. Мастер-клавиша, который выключает свет абсолютно во всей квартире, то есть это идеальное решение, всегда его делайте. То есть ты забыл где-то свет выключить, нажал, просто розетки остаются рабочими, а свет выключается. Мастер-клавиша, стоит копейки, устанавливайте ее всегда, идеальное решение. Также здесь еще в коридоре, то есть что мы здесь можем видеть, дверь поменена. Панель, дверные доборы, как обычно, всегда нужно делать с телескопическими обналичниками. Здесь как бы ничего нового вы не увидите. Но момент такой, это у нас элемент примыкания. Также посмотрите на стык линолеума и плитки. Линолеум, он обрезан. Контур такой очень интересный. И даже не чувствуется ни ногами, что именно там какой-то есть стык. И визуально тоже. Также у нас есть в купе, в шкафу розетка для пылесоса. Есть пылесосы беспроводные, которые встраиваются в стену, накладные получается. Чтобы зарядить, они вот так ставят и все там лежит. Сейчас мы заходим в ванную. Обратите внимание на ванну. Тут у нас
плитка кабанчик, такая белая плитка, деревянная плитка. Я советую в санузлах именно по материалам выбирать натуральные материалы. В плане это бетон, мрамор, дерево и камень. С этими материалами у вас санузел будет выглядеть просто бесподобно. Ну, теперь немножко детальнее про ванную комнату. Это действительно интересный элемент в этой вообще квартире. В первую очередь, что мы видим, это смеситель. У нас уже выстроена определенная температура, мы поворачиваем, у нас теплая с горячей водой, она смешивается и дает нам нужную температуру. То есть мы легко можем помыть руки и ничего не регулировать, это очень удобно. Раковина у нас, значит, очень большая, она порядка вроде даже 100 сантиметров, то есть метровая раковина, очень-очень удобно. Зеркало, интересно, дизайнерское зеркало, оно получается такое, какое оно есть, я даже не знаю, как про него сказать. Полотенцесушитель обычный, стандартный, очень удобный, можно очень много чего загрузить. Также полочки из стекла тоже имеют место быть. Здесь вы можете потом увидеть какие-нибудь разные декоративные элементы. Также тропический душ, достаточно тоже недешевый, и также есть возможность выстроить в нем температуру воды. Так что знайте, что вообще такое есть, и вы также можете это себе приобрести. И плитка вот эта вот под дерево, она достаточно крупногабаритная, это живой материал, никогда не выйдет из моды и из тренда. Ванна акриловая, соответственно, вот здесь у нас также люк под ванной, он съемный, то есть плитка полностью снимается и все. И, соответственно, еще внизу под раковиной у нас есть датчик как раз от системы от протечки от воды. То есть если что-то там протекло, допустим, сифон и так далее, у нас этот датчик срабатывает и перекрывает стояки. То есть затопить соседей мы не сможем. Это, соответственно, тоже знать нужно всем и каждому. Также ниша у нас под ванной с полочками из стекла, и мы можем туда что-то положить. И инсталляция у нас тут тоже своеобразно такая, конструктив сделан, тоже с определенной нишей. Ну и гигиенический душ, как-то так. В принципе, еще обратите внимание на откосы. То есть откосы, двери у нас обычные, не встроенные, но откосы тоже выполнены из плитки с хромированным уголком. И это тоже выглядит красиво. То есть вы могли доборы просто установить от таких же дверей, но это выглядит так, и я считаю, это намного лучше выглядит. И вот, то есть вы могли такой же увидеть здесь, но здесь вы видите совершенно по-другому. В принципе, вот такой вот обзор про ванную комнату. Сейчас мы идем в туалет. В туалете у нас очень красивая плитка. Акцент тут на шкафу. Как он открывается? Он открывается так. Тут вся коммуникация, сантехника. Дальше инсталляция и маленькая раковина без зеркала. В туалетной комнате, да, действительно очень хороший акцент идет у нас на встраиваемые двери, то есть вы знаете, что можно инсталляцию сделать до сюда, то есть в любом случае у нас здесь будет плитка, да, а сверху что хотите, то и делаете. В данном случае у нас есть шкаф, и здесь у нас есть все коммуникации, то есть датчики от системы от протечки Нептун и так далее, то есть вся инженерная сантехника с коллекторами у нас здесь. Также вы можете еще дополнительные какие-то материалы положить сверху на полочку. Здесь у нас также гигиенический душ, раковина, то есть всегда запомните, если есть возможность установить раковину в туалетной комнате, всегда ее нужно установить. То есть ты сделал свои дела, помыл руки, уже чистыми руками открываешь дверь и пошел по своим делам. Но еще я бы советовал всегда устанавливать полотенцесушитель маленький здесь, потому что руки протереть нужно сухим полотенцем. Так что тоже один из важных элементов. Здесь у нас включается вытяжка у нас настенная. Здесь также теплый пол. И примыкание, соответственно, линолеума и плитки, опять же, стык в стык, все супер. Но здесь у нас выполнены доборы. То есть там в данном случае у нас плитка заходила, а здесь у нас доборы. Тоже выглядит очень все круто. И за основное освещение взято 2 точных светильника. Идеально. Теперь пройдемте в детскую. Тут детская для 2 мальчиков. У нас тут она такая яркая, непростая. Тут кровать не так кровать. Везде шкафчики, подсветки, ночники получаются и настенные бра, которые включаются вот здесь. Дальше мы идем на балкон, где у нас находится рабочая зона для 2 мальчиков. Тут стол, там стол. Включается свет с каждой стороны на каждую зону. Это очень удобно. Подоконники у нас из плитки и хромированный уголок, стык обоев с самим подоконником. Это тоже неплохо смотрится.
И не банально, как просто подоконник. Да, действительно, очень интересная комната для двух мальчиков. Она на самом деле очень сильно продуманная. Мало того, что здесь у каждого есть свое спальное место, ты можешь включить ночник, соответственно, и еще можешь включить подсветку. Она также регулируется на пульте управления. Возможно, также будет это часто пользоваться спросом. А самый-самый крутой момент, это все-таки, да, на балконе. Здесь, соответственно, один мальчик сидит у нас, работает, у него есть 4 аж розетки, то есть ты компьютеры можешь подключить и так далее, у каждого своя зона освещения, и тут, соответственно, он также может сидеть. То есть это просто, как правильно вообще данный балкон был отремонтирован, просто уникально, лучше не придумать. Честное слово. Здесь у нас поклеены обои, вот здесь вот на самом балконе натяжной потолок, 2 точных светильника, откосы выполнены из покраски. Очень все круто выглядит, просто выглядит действительно дорого. То есть это вроде бы обычно, но выглядит настолько качественно сделано и выглядит реально дорого. Плинтус у нас здесь цвета шампань. Очень интересно такое примыкание плинтуса. Даже здесь плитка выложена, то есть это правильное примыкание. Посмотрите также дизайнерские вообще элементы, какие здесь продуманы. Мало того, что здесь все стены под покраску, также у нас вот этот элемент, он из желтого оттенка. И наш шкаф, он был заказан тоже из такого же цвета, то есть здесь одного цвета, такой голубо-серый какой-то, да, а здесь получается желтый, и, соответственно, также полосочка прокрашена, и она идет с примыканием по стене. Вот такие вот элементы. Браво! Действительно красивая спальня, как сказала Яна, и здесь очень в ней приятно находиться. Насколько здесь продуманные обои, покраска стен, опять же, наш утепленный балкон. Бра! Просто крутые, шикарные бра. А самое главное, они функциональные, они не будут тебе светить в лицо. Они будут светить конкретно на твою рабочую зону, то есть вот конкретно в этой области. Просто респект. И проходной выключатель, это значит, что ты оттуда можешь включить, а отсюда можешь выключить основной свет. Понятно, да? Это просто идеально. Дальше пойдем еще раз про кое-какой элемент расскажем. Это про плитку все-таки на подоконнике. Да, действительно, на самом деле очень практичное решение было выбрано. То есть это, во-первых, хромированный специальный порожек цвета шампань. По-любому он, кстати, не дешевый. И плитка. То есть любого цвета плитку вы можете выбрать и установить его. И все очень качественно выполнено. То есть примыкания засиликонены. Здесь молдинг, обои поклеены, и все выглядит ну просто как и должно быть. Как будто, вот знаете, в магазине купил и вот так вот воткнул. И опять же откосы под покраску очень-очень нежного цвета, и они перетекают с этими стенами. Выглядит просто шикарно. Сейчас мы находимся на 6-метровом балконе, и здесь самый-самый-самый крутой момент — это вывод для стиральной машины, канализация и холодное водоснабжение. Просто здесь вы устанавливаете стиральную машинку и больше экономите место в ванной комнате и на кухне. Просто знайте, что если позволяет канализация вывести на балкон канализацию, то вы это можете сделать и сэкономить место. Так что вот как это выглядит. То есть канализация, холодная вода, 2 розетки и еще 1 розетка. Также здесь мы увидим, это сушилка для белья. То есть вот как она выглядит. В принципе, все удобно. Вы можете поставить сюда и белье наше посушить. Но также я бы, конечно, рекомендовал это сушильную машинку. Вы можете просто после стиралки положить ее в сушилку и из сушилки уже, соответственно, положить в шкаф. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была первая ремонтная компания. Обращайтесь к нам. Мы вам поможем.